Рада приветствовать на своем канале подписчиков и новых зрителей. Я Светлана, и сегодня я поделюсь своим опытом формирования штамбов метельчатых гортензий. У меня их очень много, и все я сделала их сама. Обратите, кстати, внимание на гортензию справа на экране. У входа на участок у меня посажено 2 куста Фрейс Мельба. Это видео на начало сентября 2022 года. А в год покупки они вообще еще не цвели, были только зеленые веточки. За сезон наросли так сильно. И именно из одной из них я решила сформировать еще один штамм. Покажу вам, как один из способов формировки. Сейчас самое время обойти все свои гортензии, посмотреть кустики, из которых есть возможность сформировать штамп. Про удобрение подкормки в другом видео, а сегодня только про штамбы. В этом сезоне у меня получится 7 штамбов, и очень больших, такие длинные ветки наросли у некоторых кустов, и совсем маленькие. Кстати, не обязательно огромные штамбы делать, иногда и совсем невзрачные кустики шикарны в штамбах коротких. У меня так Slime Light получилось. Вы ее часто на экране видите, на заставке на первой. Я в конце видео еще покажу ее. Первый способ формирования классический. У меня это будет из гортензии Magical Sweet Summer. Буду еще 2 штамба из нее формировать. Она мне ежегодно ровные красивые веточки выдает. И осенью я их отсаживаю и формирую. Значит, что мы делаем? Считаем почки. Вот 1, 2, 3. Из этих точно пойдут новые веточки. Верхушку эту мы обрежем, но чуть позже, когда уже проснутся наши почечки. Вот это Magical Sweet Summer, от которой я ежегодно беру штамбовую гортензию себе. Значит, в классическом способе что мы делаем? Вырезаем всю мелкую поросль, выбираем одну ровную длинную веточку и оставляем. Посмотрим, какие почки пойдут у нее в рост и на какой высоте. Вы знаете, что, знаете или не знаете, у лиственных у всех ветвятся, как правило, первые 2-3 яруса почек, которые остаются по высоте. И у кустов, и у деревьев. Не по всей длине ветки идет нарастание новых побегов. Вот этот Magical Sweet Summer в начале цветения. А чуть позже я покажу она, когда прямо в самом шикарном своем виде. Она полукарликовая, не сильно большая. Видите по видео 3 яруса наросли веточки. Вот так и у нас будет. Может быть, будет 2, смотря какой у вас сорт гортензии. На следующий год следующее разветвление. Вот она, когда в самом красивом своем виде. Шикарное деревце. Кстати, из карликовых очень красивые штамбы получаются. Не обязательно такие огромные их формировать. Хотя я в этом году хочу большой штамп. Что у нас самое главное в классическом способе? В принципе, и во всех способах. Когда веточки начнут удлиняться, зеленые выпустят листики, самое главное не обломать их зелеными побегами. Они когда одревесневеют, то более прочные, и можно их задевать, и даже там при подвязке они не повредятся, а молодые очень легко травмируются. Я в первый год, когда формировала пинки-винки, еще методом тыка такая, не знала еще как, что, и в общем решила я ее подвязать. Смотрю, веток на верхушке она напускала, думаю, сделаю ей опору, чтобы она их не повредила. И сделала еще хуже. Обломала ей 2 шикарных толстых побега зеленых. И она у меня теперь однобокая. Я ее, конечно, пытаюсь правильной формой урегулировать
выровнять. Но уже поздно, понимаете, когда второй, третий год формировки штамба, тогда проще исправить. А вот именно в первый год, когда самые нижние, самые главные веточки во все стороны, чтобы они смотрели, тут будьте очень внимательны и ставьте опоры именно пока нет листиков, чтобы вы не испортили всю работу. Что мы делаем дальше? Ждем цветения и не трогаем молодой штамп до осени. Обрежем только соцветие осенью, а всю формировку сделаем на следующий год весной. Будет видно, какие веточки как перезимовали, и мы будем формировать штамп выше. Опять обрежем на 2 или на 3 почки, и у нас пойдет новое разветвление. А сейчас способ второй. Штамп из 3-летнего куста. Формируем штамп из 3-летнего куста, не удаляя поросль и боковые веточки. Я покажу на примере вот этой гортензии, сорт которой я не знаю. Сейчас объясню почему. Вы можете найти у себя в саду подходящий кустик и начать его формировку прямо сейчас со мной. Или посмотреть результат такой формировки и решиться через год позже. Я не боюсь ставить подобные эксперименты, потому что гортензия очень отзывчива на обрезку. А еще все эти гортензии моего черенкования. И я знаю, что можно начеренковать новых кустиков и экспериментировать, как душа пожелает. У всех гортензий именно на 2-3 год вырастают длинные базальные побеги от корня. Надо летом не пропустить этот момент и наметить на следующий год себе для штамба кустик. У более взрослого куста это сделать не получится. Не пропустите это время. Так вот, у меня куст. Сорт не знаю. Почему? Потому что она черенковала и не подписала. Это моего черенкования куст. Я его узнаю по соцветиям летом. Научу вас, как это делается. Нарастал он 2 года совсем в другом месте. И тут я решила его к лавочке пересадить. Пересадила, обрезаю, смотрю. А тут же красивенный штамп у нас получится. Что мы делаем? Обрезаем на 2-3 почки, как обычный кустик. Видите, обрезанный. Центральную вот эту ветку, толстенькую, длинную, оставляем нетронутой. Прикапываем, присыпаем мульчой. Прикапываем, у меня получилось примерно сантиметров 15. Принцип отводок делаем. Такой холмик получился. Садить глубоко я ее не стала, потому что будет неудобно обрезать. Прикопали мы ее и ждем до осени. Осенью, в сентябре, в октябре откапываем боковые веточки. И если есть корневая поросль, отделяем части куста с 2 сторон с корнями от главного ствола штамба. Если корни слабые, немножко так откопайте, будет видно. Ждем еще год. По итогу у нас получится 2 взрослых цветущих отдельных куста и 1 штамп уже с разветвлениями веток. А сейчас я вам покажу вот именно это пинки-винки однобокая, которая у меня получилась. Видите, с одной стороны нету веточки. Я уже пустила в сторону вот эту. Она, конечно, не очень хорошая ветка. А вот пионы наши, что мы сажали вместе с вами. Интересно, зацветут или нет. Так, вот это штамп предыдущим способом буду делать, как я делала, оставила одну базальную ветку, побег, длинная. Это тоже моего черенкования, 2 гортензии Vanilla Fries. Тут хочу прикопать кустик внизу, вот эти боковые веточки, посмотрю, получится их там прикопать так, чтобы удобно было обрезать. Если нет, то придется, если штамп получится и мне понравится, просто вырежу их на черенки. 2 кустика одинаковых. Это те, которые я отчаялась уже и просто воткнула. Они умирали у меня от перелива. Vanilla Fries.
Вот так верхушку обрежем, потому что там было соцветие, и она цвести не будет. И, скорее всего, она 3 яруса даст побегов нам. Внизу уже вот тут листики просто пойдут. Тут прикопаем. Я подстригла на 2 почки или даже на 1. В этом году у нас получится внизу куст и штамп. Поставила опоры. 2 одинаковых. Это у входа на участок. Будем смотреть, как получится это цветение, что и как у нас тут будет. А сейчас я вам покажу, как я буду формировать в этом году мультиштамп в первый раз. Подобным образом мультиштамп я в прошлом году из пузыреплодника сделала. Куст пузыреплодник, у меня видео есть по его формировке. Вот это штамп Limelight, коротенький. Помните, он у нас часто-часто на видео попадает, толстенький такой. Вот как из совсем коротенького можно сделать шикарное деревце. И оно постепенно высоту будет добавлять, но опору ставьте обязательно. У Limelight очень большие соцветия. Так вот, мультиштамп. Я решила сделать из 2 гортензий Фрейс Мельба, что посажены в начале участка. В самом начале я сказала, обратите внимание на нее. Одну я задумалась, когда обрезала, и обрезала как просто куст. А второй куст стала резать, смотрю, такие шикарные 3 побега. Видите, 3. Но они были немножко в разные стороны. Я их связала. Вначале попробовала, они вообще не гнулись, а потом у нас 3 дня дожди были, и ветки стали гибче. Я их свела вот так эластичной резиновой стяжкой, а потом потихоньку переплела. Переплетается для чего? Ветви-то утолщаются, и чтобы у нас единый ствол, не 3 отдельных было ствола, а единый. А наверху я тут щепку между ними вставила, если пойдут побеги, чтобы они друг друга не поломали. Ну, посмотрим. Вот высота этого штамба 1,40 м. Представьте, это на 2 метрах, что ли, будут соцветия. Ну, посмотрим. Для меня это тоже эксперимент такой. Но мультиштамбы у меня получается делать. Сейчас в конце видео там пузыреплодник тот немножко покажу вам, как получится. Вот это первый куст обрезанный. Фрейс Мельба просто обрезала, да и все. А второй будет штамбом. Вот тут можно было этот побег тоже сохранить. Вот я кулема не подумала. О чем-то о другом сидела, мечтала, когда обрезала. Ну, если у меня получится, у меня начеренкованных еще гортензий много, можно из них там штамбов этих наделать. А вот этот мультиштамп пузыреплодник. Ветви надо вот так вот переплетать, когда они молодые. У пузыреплодника вообще жесткие быстро становятся ветви. И вот они пока гнулись мягкие, я их косичка просто как хотела переплела. И потом поднимала высоту и обрезала. Видео посмотреть можно, я ссылку тут, наверное, на экране вверху сейчас, там более подробно про него рассказываю. Ну, вот как бы и все про штамбы гортензий. Третий способ мультиштамп чем хорош? Можно попытаться присыпать грунтом, как я говорила. А у нас снег лежит, смотрите еще. Там солнце, почки, а тут снег. А там присыпать грунтом и попытаться сформировать как отводками из остальных ветвей. А можно, если внешне не понравится формировка, как я говорила, следующей весной вырезать все ветви, и у вас опять кустик будет. Кто хочет, экспериментируйте, обязательно черенкуйте гортензии. Это настолько отзывчивые растения. А вообще гортензии невероятные, просто уже жду. Так же, как и розы и гортензии.
У меня все. Если видео было познавательно и полезно, вам поставьте лайк. И делитесь в комментариях своими экспериментами с гортензиями. Может быть, кто-то знает еще какой-то способ сформировать штамп.